Сеньоры и сеньориты, приветствую, с вами сэр Холмс. Продолжаю проходить Tamriel Rebuild, Morrowind. Я пока нахожусь в Роадире, в землях Индарил, региона Антирин, и по совместительству земли, по которым якобы путешествовал Святой Вилот, Евангелие от которого, я надеюсь, к этому моменту вы уже послушали у меня, потому что я так старался, его переводил. И пока я его переводил, я преисполнился этим Евангелием, прямо как тот скамп из Тарджулана. Эти проклятые сумеречницы заперли дверь и забыли о бедном Данзаре. Наконец-то я свободен. Пойду путешествовать по миру снова, так как я закончил чтение, наверное, «Житие», что-то типа «Житие Святого Вилота». Оно никогда не устаревает. Вот, значит. Должен сказать, это было самое увлекательное религиозное чтиво из тех, что мне приходилось читать. Ну, не то чтобы, правда, мне приходилось читать их много, скорее, ни одного, наверное, даже. Вот, но это мне понравилось. Поучительно весьма. Весьма поучительно. И что же, на повестке дня у нас... очень темная ночь, сейчас дело близится к 10 вечера. И эти благодатные земли мне нужно будет покинуть, чтобы двинуться наконец-то в сторону старого Эбенгарда. Путь мой, наверное, пройдет, ну, по-любому снова через Вхул, через Дандрил. В Дандриле у меня дел нет. А вот в старом Эбенгарде у меня накопилось квестов, которых я хочу сдать. Это, во-первых, квест про миссу Райл, с которого все началось. Во-вторых, квест с проклятыми камнями. В-третьих, квест Striking Roots. Кстати, он называется так же, как в Обливионе, квест на поиск корней Нирна. Но то был квест, на самом деле, из Акаморы, в которую я телепортируюсь отсюда. Там прошло как раз 3 недели, что-то там цветы эти выросли, наверное. Надо, в общем, разузнать, что к чему. Вот. И еще у меня есть парочка мыслей, чем заняться в старом Эбенгарде. Когда я до туда доберусь, наверное, мы там еще зависнем на какое-то время. Вот. Но пока мне хочется именно пройти по дорогам, именно по дорогам. У меня же есть кошачий глаз, что я парюсь. Именно до Дандрила хотя бы. Интересно изучить транспортную сеть, так сказать. Вот, из насущных дел. Мне надо как-то еще по-хитрому отделаться от представителей закона, потому что, когда я воротил дела в Хуле, попытался шантажировать одного из местной организации торговой. И он за это донес на меня стражникам. Ну, потому что шантаж — это тоже преступление. И я проверил, если мне сдаться с повинной, то они конфискуют практически вообще все, что у меня есть. Все доспехи стеклянные. Я не помню, где я их взял на самом деле уже. Оставляют только вот эту шапочку. Ну, конечно, мою еще родную шапочку оставлю. Кстати, эту надел, потому что вряд ли я тут встречу кого-то, кто будет атаковать меня холодом на пути. Во Вхул и так далее. Вот, короче, забирают все вообще. Остается у меня там на 100 фунтов только. Кстати, у меня нет разве восстановления выносливости? То есть запаса сил, свитка нет? Ничего такого? Очень жаль. Сейчас я, наверное, буду запарывать. Нет. О, даже иллюзию повысил. Вот, здесь я еще не бывал, на самом деле. Сейчас есть шанс забрести в земли, которые еще не проработаны, но... Landmass, так сказать. То есть... какие-то, не знаю, регионы, тут все равно. Ну, земля тут готова, в общем. Так, Дандрил, Хул, Старый Эбенгард. Мне прям туда. Альмалексия, еще нет Альмалексии у нас.
Вот, я тут уже бывал, когда гонялся за очередным ненормальным магом. Вот это вот деревушка Савери вроде бы называется. Вот, и от нее путь напрямую во Вхул. Вот, ну, путь во Вхул мы уже знаем, кстати. А, ну да, тут я все уже тоже разведал. Вот, наверное, во Вхуле, кстати, я остановлюсь на ночь. Ну и, в принципе, эти земли вы уже видели не раз, так что сейчас. Ну что ж, вот он, Вхул. Городок, который практически уже успел стать мне родным. Провел здесь аж 3 эпизода. И я просто хочу остановиться здесь на ночь. И у торговцев местных наверняка. Кстати, пропал товарищ наш, на которого я как раз шантажировал. Вот. У торговцев наверняка восполнились деньги. Так что пару лишних свиточков продать. Кстати, вы до сих пор не убрали труп вампирши, что ли? Ну вы даете, ребят. Он прям стоит на ней. Данмеры. Да, давай, кровать. Что там? По бартеру. Я помню, я хотел продать, собственно, про Евангелие, но он их не берет. Потом свиток. У меня 2 свитка невидимости. Один из них я продать хотел. Вот, а из ингредиентов пока мне нечего продать. Ну, еще вот эти вот я хотел продать штуки. А у них хотя вообще ни о чем у них стоимость. Хотя очень хорошие у них свойства на самом деле, защитные. Ну и все. А, да, давай чего-нибудь, не знаю, квамовое молочко. А есть скрибовое желе? Есть, смотри. На, давай. Чего-нибудь легонького надо на ночь. О, кстати, может выкупить у него жучий мускус обратно. Ай, черт с этим мускусом. Нормально, все. Так, значит, скрибовое желе. И на вас не действует. И спать. Ну, вот, потом продать парочку еще этих, значит, лишних штук. И дальше в путь. Тут даже слухи появились по поводу моих деяний былых в этом городишке. Вот, говорит торговец, например. Этот грубоватый нордский путешественник решил все-таки вернуться туда, откуда он пришел. Он тут разводил шумиху во всем Вхуле уже целыми днями, мешая тяжело трудящимся мерам, как гетман, своими жалобами. Говорят, что он был одурачен городским народом. Типичный чужестранец. Клевещет на честных меров ради своей выгоды. Ну вот, а тем временем я продал все лишнее, разделался со стражей, ну, со своим, точнее, проступком, заплатил штраф, предварительно выложив все из инвентаря на землю. Это было долго опять. Но они действительно забрали буквально все у меня. Это жесть какая-то. Я не верю в то, что я все вообще своровал. Ну, подавляющую часть того, что у меня есть. Но, тем не менее, они забирают все, конфискуют. Я говорю, 200 фунтов добра конфискуют. Он, кстати, уже старый Венгард виднеется. Так, подожди, а чья тут хижина виднелась? Так, дорога вот основная. Подожди. Тут указатель у нас. Это куда? Фелмситул. Ну я Фелмситул вроде был. Ну давайте глянем на всякий случай. С этой перспективы мы его точно... А, вон хижина. С этой перспективы мы его точно не видали еще. Ну, удастся. Да, кстати, я еще не дошел, опять же, до того, чтобы переделать сборку модов. Там парочку добавить надо. Парочку заменить. А тут я вроде был уже когда-то. Вот, времени сейчас в обрез у меня.
Где-то только к середине октября станет посвободней. Ну, и то, если я, конечно, не придумаю себе. Ну, какая ты приветливая. Привет. Может, чему-то меня научить? О, смотрите-ка. Может быть, подучиться? Так, дыхание под водой, восхождение по воде, прыжки, левитация, обременение, открытие и закрытие, щиты. Ну, это мне не очень интересно, школа. Альтерейшн. Это что у нас? Изменения? Ну, разрушение тоже, вот мистицизм, да. Телепорты всякие, телекинез, там, обнаруживание объектов. И, конечно же, захват душ. Да, почему бы не... Давайте немножечко. До 25 хотя бы. Что, неплохо, получается, тебя сейчас проспонсировал очень даже. Я фермер, говорит. Фермер. Ну ничего себе, ты фермер с магическими способностями. Кстати, у нас тут разные типы дедрических руин, она говорит. Она это, говорит, в храм обращаюсь лучше, чтобы больше узнать. Хорошо. Ну да, я помню, я тут бывал уже. Ну да, это, собственно, ее хижина. Ну, Фелмстал я бы зашел еще. Сейчас я иду чисто на запад. Мне интересно, куда это меня приведет. Это выглядит как руины какие-то. Тут уже, кстати... А, ну это же... Это доэдрические руины. Вроде бы молоката. А, к ним даже вот такой, получается, проход есть удобный. Это те руины, откуда все началось, друзья. Халаан. Хотел бы я еще туда вернуться, потому что остались там у меня незавершенные делишки. Подожди, это точно Халаан? Ну да, Халаан. Ой, Халаан, говорю. Это те самые руины, в общем. Я не помню, как я в тот раз до них добрался. А, ну конечно, тут уже скампы всякие развелись. Да, давай, набегай на меня. Куда? Вот это бой чуханов рестлинга только что был. Ну, кстати, неплохо. Камни душ дорожают от ваших душонок в них, скампы. Так, все. Третьего ловить уже мне не во что. Поэтому просто умри. Минус полфунта, кстати. Тяжелые стрелы использую. Давненько я в этих краях не был, уже забыл, что к чему здесь. Мне на самом деле хочется поговорить еще раз с той культисткой. Какого черта вообще? Как ты могла? Она вообще ушла уже отсюда. Мой старый поезд. Она уже отсюда ушла. Вы только гляньте. Ну, может быть, здесь остались какие-то отсылочки к Халаану, а? Альмастир. А, это что за чертовщина там? Надо сходить проверить. Ой. Знаю я вас, фуражиров. Вечно атакуете в спину.
Хождение по воде может оказаться полезным рано или поздно. Что там, рыба-убийца дрейфует, да? Даже две. Так, и что здесь случилось? Скажите мне на милость. Остальной щит торчит из грязи прибрежной. О, этот парень, смотри. Из гильдии магов будто. Амулет антидота. Хочется пройти уже до конца здесь. Это вы, значит, торнады пожираете трупы, да? Падальщики, заразы. Да. Сюда я вообще не рассчитывал прийти, но уж как получилось. Знаете что? Хождение по воде я же могу, наверное, себе бахнуть. Блин, ну только не этот грибочек я бы хотел. Вот, есть, да. Не завалить бы, конечно, это все. Ну, ладно, пойдет. Хи-хи! Прелестно. Кладка орнадовых яиц. Да, что-то вспоминается. Вроде бы что-то интересное видел с галереей Альмастира. Здесь, под статуей. Вот, как минимум, лодка чья-то. Это, возможно, контрабандисты сюда причалили. Что, был бы я контрабандистом, я бы... Ах ты, крысятина! Напала на меня, смотрите-ка. Был бы я контрабандист, я бы, может, здесь логово даже себе устроил. Кто догадается искать логово контрабандистов под статуей Малаката? Это ж Малакат? Вроде бы это Малакат. Кому-то морки поклоняются. Вроде Малакату. Ну, не все, конечно, орки. А самые такие деэдр-поклоннические. Любимый деэдра их, да? Вот вообще довольно-таки неоднозначные руинки, потому что здесь, насколько я помню, нет даже экстерьера. Так что, похоже, я не найду здесь никаких больше отсылок к Халаану. О, акробатика. Скоро левел-ап. Через 1. Да, топор в дереве. Запас сил истощился у меня полностью. Все-таки обширные руины. Заплутал, говоря честно уже. А, ну вот, в принципе, сориентировался. Может быть, разрабы забыли добавить сюда экстерьер? Подождите, я перепутал понятие не экстерьера, интерьер, конечно. Интерьера нету этих руин. Они такие обширные экстерьеры сделали. А интерьера нет. Ну, может быть, на то он экстерьер большой, чтобы интерьер не делать. Ладно, пора дальше двигать. Куча крабов тут.
расслабляются. К этим руинам прям дорога протаренная, надо же. А вот это, я полагаю, к Фелмситалу, да? Идет. Не знаю, мне хочется почему-то посетить это место еще раз. А хотя... Нечего там делать. Нечего там делать. Вот и Дандрил. Все там я уже повидал, что там было. А было там, не сказать, что много чего-то. Да, молочко квамы оказывается полезным порой. Да, ну вот так вот это все выглядит. Еще чья-то хижина, там я тоже бывал. Ну и вот, собственно, Дандрил, старый Бенгард. Ну, вот по этим дорогам мы точно уже с вами ходили множество раз. Вот, поэтому, наверное, через мгновение окажемся в старом Бенгарде. Но я, правда, еще тут в Дандриле чуть погуляю. Мало ли, вдруг тут что-то еще я упустил. И, да. Ах, хорошо, идем. Ну что ж. Я почти там. Я почти здесь. Красота какая. Давненько меня здесь не было. Первым делом я бы хотел... Да, знаешь... Может, что нового тут произошло, пока меня не было? Ну, у него только общие фразы. Возможно, Фентус что-то скажет. Нет, то же самое. Ну что ж, пора остановиться на ночлег. Я бы предпочел теперь не эту гостиницу, а, вот, например, эту. Для разнообразия просто. Мать Олессия. Здесь же можно, да? Watch your step. Strange. А, это пекарня. А, у нас есть работа, говорит. А, если тебе интересны вообще делишки гильдии пекарь, что это такое? Можешь ли ты поверить в то, что пекари продают хлеб в этом городе без разрешения гильдии пекарей? Невероятно, я знаю. Ты хороший дипломат. Интересует помочь собрать плату и налоги для гильдии? Есть гильдия пекарей? Никогда о ней не слышал. Ты никогда не слышал о гильдии пекарей? Все знают про гильдию бойцов и гильдию магов. Но существуют гильдии для всех профессий. Гильдия мясников, гильдия пекарей, и даже гильдия производителей свечей. Как ты можешь не знать об этом?
Так ты заинтересован, чтобы тут собрать долги? Определенно. Что я должен делать? Хорошо. Тебе нужно поговорить с разными пекарями. Вот с этим вот. Хамароком Харквартом. Гуил Эй и Марлеттой Джеронтус. В качестве награды ты можешь оставить себе все, что соберешь. Ладно. Гильдия пекарь. Ну раз я сюда зашел, дай скривовый пирог, чё мелочиться. Ну давай, расскажи, где они все находятся. Так. Вот этот вот. Это вот. Она находится в Плазе напротив великой часовни Талоса. Ее хлеб делается из низкоклассной какой-то муки пшеничной, импортирующейся из Кайрима, а не из Моровинского соленого риса. Но с бумагами у нее все не очень. А с нее нужно 30 дрейков. Хорошо. Эмарок Харкварт. Он владеет пекарней рядом с сламс, какими-то, наверное, бедными районами. Когда выйдешь из нашего магазина, направься вниз по улице, прямо перед тобой, на восток. Ты пройдешь мимо его магазина, когда улица завернется на север. Там стоит корзинка с бесплатным хлебом рядом с его дверью. Дефективный продукт. От которого вообще по правилам гильдии пекарей нужно избавляться. Или продавать что-то там для какого-то потребления там. А также он, не член гильдии, отказывается платить налог. Его долг составляет 290 дрейков. Вот, прилично. Гуил Эй. Он заправляет любительским магазином прямо в его доме, рядом с доками. Ну, я его видел, да, ходил к нему. Но он тоже не член гильдии, и говорили, что у него там антисанитария. Ну, он, видимо, не такой злостный, поэтому соберем с него 60 дрейков. И, пожалуйста, упомяни, что всем органианам необходимо носить перчатки. Видимо, пока замешивают тесто они. Ладно, буду знать, что мне тоже надо, по идее, да? Марлетта Джеронтус, она заправляет какими-то там таежными продуктами. Находится прямо напротив пекарни Марокко. Она не член гильдии, но обычно она не против платить пенни. Она она должна 120 дрейков. Вот это меня загрузили внезапно, вообще не ожидал такого. Да, все говорят про турнир, который до сих пор не случился. Уверены, что его лордство Карас Кассесси анонсирует. Ладно, надо с ним, наверное, поговорить по поводу этого турнира. Он, наверное, у нас живет в Эбонитовой башне, которая, кстати, еще не исследовал практически вообще, только канализации под ней, да? И сокровищницы. Надо туда тоже будет сходить. Это один из пунктиков, в общем. Так, слухи, совет, секрет. Восточноевропейская компания, бла-бла-бла. Легион, что-то там. Так.
Все, скрибовый пирог, не забудь скушать. Да, и он мне поможет, кстати, перезарядить мои клинки. Потому что я теперь полон сил и уверенности в себе. И мои клинки никогда не были так хорошо заряжены. Ничего себе, конечно, меня отвлекли. А где тут, собственно, гильдия магов? Ну, в принципе, ладно. Я ж могу и здесь переночевать, да? Зачем мне? Ой, я прямо даже волнуюсь, друзья. Я даже волнуюсь. Ну, начнем с простого, с проклятых камней. Сейчас я буду сдавать все квесты. Здравствуй. Да-да-да, потом поговорим. Ну, здравствуй, друг. Так, у тебя есть камни, да, Тиму, проклятый опал? Да, этот камень был проклят. У тебя есть еще? Это все. В смысле все? В смысле? В смысле? Да их же 1000 были. Что за... Так, друзья. Почему? Я же кучу собрал камней, которые... Ну, блин. Не трогай мои камни. Феодалические святилища. 5 камней, которые призывают Дримору, когда... Бриллианты он... Ой, боже. Ну, может быть, действительно не все подходят, то есть... Может быть, мне не следовало выкладывать эти камни никогда. Я подозревал, что этот опал какой-то не такой, потому что у меня вот еще один есть, и он не уходил в отдельный слот. Ой, ну, в общем, разочарован. Ну, я на самом деле чего-то такого ожидал. Черт возьми. Вот, неужели надо какие-то 5 уникальных камней найти, которые черт знает где разбросаны по этому проклятому континенту? Друзья, что думаете по этому поводу? Почему так? Он забаговался или, блин, это не те камни? Ой, ладно. Валкрея, у меня для тебя плохие новости, подруга. Стой. Разузнал что-то по поводу мисс Райл? Ну, Холмс, где мисс Райл? Она мертва, ее душа заключена внутрь этого камня душ. Во имя 9, как отвратительно. Поимка души другого человека — это преступление хуже, чем убийство. А душа, которая поймана, это судьба худшая, чем смерть. Я благодарна, что ты разделался с этим ублюдком. Только боги знают, что он собирался сделать с душой Миссы. Ну, как бы то ни было, я просто оставлю ее здесь. В общем, мое первое побуждение — это разбить камень душ. Камни душ — это как судно, оболочки для душ. Поэтому если разбить оболочку, это освободит душу. Звучит как трата хорошего камня душ.
Ладно, давай спросим вот это. А ты уверена, что это попросту не убьет ее? Ну, просто не убьет ее. Да, хорошее замечание. По правде говоря, я действительно не уверена, что случится. Прежде чем предпринимать какие-то необдуманные решения, ты должен проконсультироваться с зачарователем. Зисичивой, да, знаю. Она знает много больше по поводу камней душ, чем я. Если она предложит что-то глупое, ты, возможно, захочешь проконсультироваться с Хостофусом Велифером, некромантом. О, кстати, да, я бы хотел. Живет через несколько домов отсюда. Не беспокойся, он практикует его искусство в весьма этичной манере. О, проклятые камни. Ах, да. Грустно-то как все с этими камнями. Welcome. Please don't be shy. I'm listening. Так, что у тебя там за книженцы? Ну что, не пустишь меня, что ли? Вот, я застрял. Черт! Так и знал. О, кстати, можно снять шлем для отыгрыша лучше. Ну, конечно, что тут отыгрывать? О. Я за... Все хорошо. Так, Аркибальд. Никогда не слышал это имя. Если... это же этот, да. Я пытаюсь ему рассказать про разбившуюся... зачаровательницу. У нас тут мисс Райл в камне душ. Так значит, ученики убивают себя во имя 9. Почему я даже не могу довериться моему второму заместителю, чтобы он как бы наставил этих кретинов на путь истинный? Прошу прощения. Да, камень душ. Лучше избавиться от него побыстрее. Исходя из того, что я знаю об этих вещах, если его разбить, это лучшее решение, действительно. Мисса сама по себе, ее уже не спасти, поэтому мы ничего не потеряем. Использовать ее душу для зачарования или для чего-то другого, это прольет на нас плохой свет. Жесть. Повышай меня, блин. Великие дома. Блин, надо мне, наверное... Важный эксперимент. Вот. Ничего себе. А как я должен был догадаться, что это фраза? Она тоже говорила про нее. В общем... Имитарка из Skywatch разбилась насмерть, пытаясь использовать ее зачарованные ботинки. Жаль, что тебе пришлось это все увидеть. Спасибо, что доложил мне, Холмс. Можешь оставить ботинки себе. Они очень грубо сделаны.
Все? Квест завершен, что ли? Невероятно, блин. Невероятно. Добро пожаловать в южную часть внутреннего моря. Величайший город империи на этой стороне Тамриэля. Легион окружает эти земли. И фауна, и местные данмеры. Все под нашим ботинком, короче. К сожалению, для нас это значит, что много мокрых ушей каких-то учеников прибегают в город. Почетный член гильдии, я ожидаю, что ты... Как почетный член? Что ну, ты их научишь чему к чему. Какие-то квесты ему тут сдаю, я даже... Это... Не понимаю. Не могу вспомнить. Но это вроде я, да, для вот бретонки снизу, или кто там она, покупал штуки всякие. Итак, ты пошопился для Амельфи и Тарамон. И хочешь, чтобы я тебе сейчас это восполнил? Все, прошу прощения, призыватель. Или кто там, Ивоукер. Ну, вроде призыватель. Но ей следовало сделать официальный запрос пополнения запасов. Как бы то ни было, я полагаю, я могу заплатить тебе за доставленные проблемы. Но большего я сделать не могу. Жесть. Как много еще тут можно было с ним, оказывается. Тилванский шпион! Мы бы такого не допустили, говорит. Ну все. Ух, черт. Да, привет. Подожди. Мне надо со всеми, наверное, говорить о чем? О камнях? Не знаю. Да, давай про камни поговорим. Ничего нового, к сожалению. В гномих руинах хороший лут, говорит. Центурионы. Welcome. Please don't be shy. I'm listening. Это же этот, который заставил стулья летать. Hello there. How are you? Bold and direct. I like you. Серьезно? Ну а что, мы хорошая пара, по-моему. О, наконец-то он ушел. Так, ну и... Дайте мне кто-нибудь подсказки по поводу этих дурацких проклятых камней. А, черт возьми. У меня ж тут нычка, смотрите, чё. Ух. Матриарх Дридре, гуарчик игрушечный, лавовые виски, странная сыворотка. Подожди, я же вот складывал камни-то эти сюда. Слушай, не зря я сюда зашел. Может быть тут еще что-то осталось, нет? Скума. Блин. Не, вроде это все. Так. Все, это должно сработать, Нет, не туда, черт. Ошибся дверью, давай сюда. Я принес. Блин, всего лишь 2, Проклятый эмбер и аметист.
Так, и что там ему я еще вначале отдал? Опал. О, слушайте, похоже, они действительно раскиданы где-то вообще по всем этим. Hearty welcome, friend. Блин. Ну так это ж повод тогда ходить по всем пещерам, да? Greetings, Mutsera. О, Мсера, привет. У меня проблема с миссой Райл. О, вау, бедная мисса. Итак, Валькрия хочет разбить этот камень. Это будет ужасной тратой хорошего камня душ. Душа бедной миссы расколется на части. И ничего с этим не поделаешь. Мне больно это говорить, но мисса мертва без возврата. Ее не вернуть. Но вместо того, чтобы потратить впустую ее душу, я предлагаю, чтобы создать из ее души и из магии, которая еще в ней осталась, что-то полезное и прекрасное. Блестящее серебряное оружие выглядит подходящим судном, блин, сосудом, да. Таким образом, ее смерть не будет напрасной. Ну, я полагаю, что это будет такой путь, как бы ее записать в историю, не знаю. А не будет ли это преобразованием одной тюрьмы в другую? Прекрасная идея. Думаю, что человеческая душа может сделать весьма сильное зачарование. Ну, серебряное оружие, серьезно? Почему не деодрическое? Где мы еще найдем? Ну, хотя деодрическое же, оно типа злое, да? Давай тогда спрошу вот так. Не будет ли это просто смена одной тюрьмы на другую? Нонсенс, Холмс. Камни душ содержат магию души живого создания. А не саму душу. Как бы то ни было. Вахур заключил ее в этот камень душ. И это заключение будет сломано, когда я использую этот камень. Мое предложение еще в силе. Ну, я же хочу к некроманту сходить, конечно же. Так, ладно, давайте пока с этим повременим. Так. Что еще я хотел сдать? Это где пекарь, окей. Это я делаю. Так. Угу. Надо еще зелье получить хорошее для... Снотворное, в общем. Но это потом, на утро, наверное. Ну и все, по сути. Так, ладненько, да, давайте тогда на боковую. С утра наведаюсь к некроманту, то есть уж в следующем эпизоде. Вот, надо подумать, что делать с душонкой миссы. Вот, да, вот я здесь обычно сплю. Да, потом по пекарям побродить. И что еще? Ну, с камнями душ, конечно, досадно. Ну, видимо, где-то еще надо два искать, лазить. По всем проклятым дурацким пещерам, не знаю, гробницам, наверное, даже. Вот, ну и... Да, в следующем эпизоде продолжим наши делишки в старом Эйбенгарде. Спасибо за ваши просмотры, за ваше внимание. С вами был Сэр Холмс, Моровин, Тамрель Ребилд, и до встречи в следующем эпизоде.